Всем привет! Сегодня в выпуске. Гранд-финал. Кто с кем когда. Удвоенный опыт за победы. Для лучших. Итоги конкурса талисманов и мастер-класс по Руинбергу. До гранд-финала остались считанные дни, и уже известны результаты жеребьевки. В основной сетке разместились команды, ставшие лучшими в своем регионе. Еще 2 свободных места займут победители групповой части. Расписание матчей также известно. Поболеть за наших можно будет уже 4 апреля в 14 часов 15 минут по Москве. Команды из СНГ, кстати, попали в разные группы, так что у них есть все шансы забраться на самый верх. Ну а для простых игроков гранд-финал ознаменовался еще и игровой акцией «Верим в команду». Скидки на технику, бонусы к опыту и серебру в командном бою, в общем, все, что надо. Подробности на портале, а ссылка внизу. Пока команды заканчивают последние приготовления и набираются сил перед началом матчей, мы с вами можем познакомиться с участниками финалов поближе. На нашем киберспортивном канале выходит целая серия видеороликов о командах из разных регионов. Уже сейчас можно посмотреть, как живут и играют в Гонконге, США, Корее и Польше, а совсем скоро мы познакомимся с одной из команд СНГ. Кроме того, вас ждут видео по итогам каждого игрового дня. Не пропустите! И в завершении темы гранд-финалов самое приятное. Команды-призеры турнира принесут активным игрокам своего региона удвоенный опыт за все победы. И чем лучше выступила команда, тем дольше будет действовать бонус. За первое место, например, положено целых 3 дня неснимаемого X2. Так что теперь даже у самых черствых танкистов появится повод поддержать наших ребят на турнире. В Golden League неспокойное межсезонье. LoL Team 2 заняты поисками достойного игрока в свободный слот, а команда Saint совершенно неожиданно осталась без капитана. Так что теперь турнирное будущее бывших Zeus под большим вопросом. Пожелаем обеим командам удачи в поисках своего идеального состава. На сайте Virtus.pro опубликована очередная статья цикла «Основы 7.42». На этот раз нам расскажут, в каких турнирах проще всего участвовать как новичкам, так и профессионалам. Кстати, открыта регистрация на очередной этап национальных кубков. Самое время попробовать свои силы. Пришло время подвести итоги конкурса «Придумай талисман». Магистры карандаша и мастера фотошопа сошлись в нешуточной схватке. Выбор был нелегким, но победа все-таки досталась танкистке с ником Масик Колбасик и ее пиковому бультерьеру. Эффектная и интересная работа, которая к тому же будет отлично смотреться на одежде, не оставила нас равнодушными. Команда Aces, как мы и обещали, получит футболки с таким талисманом, а победительница еще и 5000 золота в придачу. Еще 10 тысяч поделят авторы золотого снаряда для Нави и загадочной механической конструкции для нот. И, наконец, приз зрительских симпатий, а заодно и 2500 золота мы решили отдать автору этого джина для команды A-Gaming. Мы-то с вами знаем, что такое у ребят уже есть. И на этом у меня все. Дальше вас ждет мастер-класс по Руинбергу от Левши. Ну а мы после гранд-финала возьмем небольшой перерыв. Не скучайте, еще увидимся! Всем привет! Почитал я ваши комментарии к предыдущему мастер-классу и понял, нужно делать обзоры про танки. Но перед тем, как переходить к турнирной технике, в ближайших 2 мастер-классах я расскажу вам про такую карту, как Руинберг. Надеюсь, вам понравится. На Руинберге с верхнего респа в формате 7.42 выгоднее всего занимать мини-город. При таком первоначальном разъезде вы можете контролировать как 6-ю линию, так и линию F. Какие плюсы при занятии именно этих позиций в начале боя? Вы можете расстрелять танки, которые едут агрессивно в мини-город из-за более выгодных позиций. А если они остались в зелени ближе к своей базе, то поджать их не составит никакого труда. С линии F можно подсветить попытку захвата вашей базы и также помочь союзным танкам в зелени. А раш по 6-й линии хорошо контрится перекрестным огнем. Также с мини-города довольно легко вернуться на сбитие захвата собственной базы. Ехать в начале боя сразу в город невыгодно. Если вы там не находите соперника, то вернуться в зелень будет крайне тяжело. При перетяжке в мини-город вас скорее всего подсветят и расстреляют. Сейчас я расскажу вам о позициях, которые можно занимать на разных танках. В начале боя в квадрате А6 можно оставить 1.50-100. Перед ним в кустах нужно поставить Т1 для более раннего засвета противника.
При попытке захвата вашей базы французский тяж с этой позиции может реализовать свой барабан по едущим на захват танкам, как по этой улице, так и по соседней. С этой же позиции имеются хорошие прострелы по атакующим танкам на 6-й линии. Играя на С3 по МКАДу, не вздумайте выезжать на перекресток или пытаться нанести урон с квадрата Е7. Из-за плохих углов вертикальной наводки вы сильно подставитесь по танке на 6-й линии. Также сможет стрелять танк с квадрата F3. Встречать танки на 6-й линии лучше с этой позиции. Вы не подставляете корпус и при этом имеете хорошие прострелы. Можете смело торговать башни и расстреливать вражеские танки. Если вы светите и контролите выезд в квадрате F3, то в начале боя на Т-69 можно выйти по 7 или 8 линии и нанести урон по переезжающим в мини-город танкам. В случае, если вы не светите квадрат F3, так выезжать нельзя. Просвечивать зелень в начале боя на 1390 можно таким образом. Заезжать лучше всего слева от дома. Этот дом сможет прикрыть вас в случае, если противник поедет по 6 или 7 линии. С этого куста можно засветить танки, едущие вдоль красной линии. После того, как они попали в засвет, вы дожидаетесь, когда ваши сокомандники занимают позиции на перекрестке в Е0 и благополучно минусуете вражескую технику. Перестреливаясь в мини-городе, не забывайте про прострелы между домами. Они есть здесь, здесь и здесь. При попытке занять квадрат К0 сначала зацельте туда всеми танками и только после этого запускайте 1390 по нулевой линии. Если там кто-то засветится, то вы его быстро отправите в ангар. С этого подъема вы простреливаете едущие танки по нулевой и по 8 линии. А еще вы легко контрите атаку вражеской команды по МКАДу. Если на зелени никого нет, то лучше спуститься вниз и зацелить 3-ю линию, прячась за насыпью. При выходе танка с F3 вы первым нанесете урон. С этой позиции в засвет попадут танки, едущие по 2-й линии. А вот если вся команда противника поедет по 1-й линии, то отсюда вы их не сможете просветить. Засветить танки по 1-й линии можно отсюда, но это небезопасно. Эта позиция уязвима, если вражеские танки выйдут по 3-й линии. Теперь немного поговорим про позиции для Т1. Эта позиция очень опасна. Обычно туда посылают Т1, чтобы получить раннюю инфу по 3-й линии. Если соперник выезжает неосторожно, то он обязательно попадет в засвет. Заехав в этот двор, вы зарентгените танки, едущие по Б-линии. Также можно встать на насыпь, и вы будете светить проезд в квадрате С3. В случае, если вы оставили Т1 в кругу, то с этого куста лучше светить выезд с Б-линии, а с этого куста вы просветите выезд с С3. Не забывайте, что все эти позиции и разъезды для формата 7.42, и не надо оставлять комментарии в стиле «я эти позиции в рандоме на арте шатал». В турнирном формате 7.42 артиллерию не используют. Подписывайтесь на мой паблик ВКонтакте, ссылка есть в описании к видео. Играйте в танки, на этом все, всем пока! Всем привет! Всем привет! Не забывайте, что все позиции или... Ай, ты запорол рекламы своей.